Когда ты общаешься с человеком, с которого ты вроде бы как знаешь, есть такие вещи, которые ты, когда ему говоришь, они, как правило, сближают. Когда ты как-то раскрываешься, говоришь о чем-то важном для тебя. Но если ты общаешься с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, то все вот такие вещи, которые ты можешь о себе говорить, могут в конце концов быть обращены против тебя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 вещах, которые ни в коем случае нельзя открывать человеку, если у него вы подозреваете ярко выраженные нарциссические черты, потому что он точно использует это против вас. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, которую не стоит говорить, если ты общаешься с нарциссом, это не стоит говорить о каких-то своих слабостях, страхах, особенно которые так вот не видны, если ты не расскажешь. Ну вот такой пример. Женщина рассказала своему мужчину, там, когда начинали только встречаться, что вот в предыдущих отношениях ее бывший так вот ее некрасиво как-то оставил, и она очень переживала, ей это вот очень тяжело далось, это было неожиданно, и она вот переживает, что в будущем в отношениях тоже мужчина может ее оставить, и она вот к этому так болезненно относится. Он так это вроде все послушал, как-то там покивал, поддержал, а потом начинает периодически куда-то пропадать, не отвечает на звонки, не знаю, там договорились, он не пришел, а вот там через час только позвонил, что он не придет, у него сегодня все отменяется. И потом, когда женщина по этому поводу как-то переживает, он ей говорит, что ты опять истеришь. Ты не переживай, что ты боишься, все нормально. То есть, по сути, в этом неприятном примере мужчина использует те данные, которые женщина сама ему о себе рассказала, чтобы можно было бы ей так вот эмоционально помогать. Таким образом, как бы чувствуя себя, что я в этих отношениях управляю. Вторую вещь, которую не стоит говорить человеку с нарциссическими чертами, не стоит делиться своими финансовыми трудностями. Особенно, если это такие незначительные финансовые трудности, и вы с таким человеком как-то еще не очень близки. Например, мужчина и женщина встречаются, у женщины ярко выраженные нарциссические черты. И мужчина ей в какой-то момент, просто поскольку они разговаривают, делятся какими-то важными вещами, он ей говорит, что у него есть финансовые трудности, даже вернее не трудности, а финансовые опасения. Он переживает, что он до конца года не сможет там закрыть какую-то важную сумму для него. Женщина отреагировала так очень понимающе, и говорит, давай я тебе скину небольшую сумму, а потом вернешь. Это ж типа дело такое пустяковое. Мужчина на свою беду согласился, она скинула ему эту сумму и потом начала его помогать, что вот ты нищеброд, у тебя там денег нет, ты все в деньги не возвращаешь. Он когда их вернул, говорил, что все равно ты концы с концами не сводишь. То есть по сути она в этих отношениях заняла такую позицию собака сверху, при том, что по факту мужчине не горело, чтобы покрывать этот свой долг, он просто как-то поделился, скорее просто чтобы вот поговорить. Сделал, конечно, ошибку, за которую поплатился. Потому что с такими людьми нельзя говорить о каких-то своих сложностях, с которыми вы и так сами сможете справиться. Третья вещь, которой не стоит делиться с нарциссом, это не нужно говорить о своих конфликтах со своими родственниками. Потому что он обязательно это использует, это просто лежит на поверхности. Вот такая ситуация. У женщины был конфликт с матерью, они там как-то вот поссорились, и она вот приходит к мужчине к своему, такая взведенная на эмоциях, и как бы делится с ним, что вот мама, она так, несправедлива ко мне, такая жесткая, обесценивающая, никак не дает мне какого-то принятия, все хочет, чтобы только было как она хочет, только по ее, я вообще чувствую, что она меня не слышит. Все это рассказывает, он вроде это все слушает, все хорошо, потом проходит 2-3 недели, у них какой-то конфликт, и он говорит, ты такая же, как твоя мама. Женщина тут же попадает в эту травму, поскольку у нее же конфликт этот еще не успокоился с матерью. Она слетает с катушек эмоционально, она просто начинает в крик, в слезы. А мужчина ей говорит, посмотри, ты же полностью вообще неадекватная, ты же сумасшедшая, ты же себя вообще в руках не держишь. Он знает, на какие нотки давить, потому что вы сами ему рассказали, что для вас болезненно. И давит на них для того, чтобы вас вот так вот эмоционально раскачать и потом чувствовать, что вот я здесь спокоен в этой ситуации, а ты так себя ведешь, соответственно, кто у нас вообще контролирует ситуацию в отношениях. Четвертую вещь, которую не стоит говорить, это не стоит рассказывать о ваших бывших отношениях и о ваших вообще бывших партнерах. В принципе, это такая тема, которая предполагает, что об этом можно говорить только когда вы уже достаточно долго вместе, когда у вас уже есть какой-то базис стабильных отношений. И самое главное, если в этом вообще есть смысл, потому что чего говорить вообще про бывших, это еще надо понять, для чего хорошего вам обоим это нужно. Но бывает, что, знаете, когда люди только встречаются, еще, боль от прошлых отношений, особенно если они закончились болезненно, она еще звучит, не затихло это эхо. И, например, женщина может мужчине рассказать, что вот с бывшим они расстались, потому что он был такой, у него была очень большая связь с мамой, то, что называют маменькин сынок. И вот они вдвоем что не решат, он всегда шел к маме, с мамой советовался, и если мама говорила по-другому, то он, в общем, менял свое мнение. То есть женщина постоянно чувствовала этот треугольник, что есть я, мужчина, и мужчина там постоянно с мамой советуется. Ее это сильно ранило, и, естественно, что нарцисс так чувствует, что, наверное, это ее может триггерить. И вот когда у них возникают какие-то конфликты, в ситуации, когда ему нужно надавить, он начинает демонстративно набирать маму, с ней разговаривать по громкой связи, или говорит, что я на выходные еду к маме, хотя раньше вообще не так часто не ездил, потому что он понимает, что для
для тебя эта тема болезненная. И самое главное, что ты же не можешь ему никаких претензий предъявить, потому что тебя ж триггерит и раздражает не то, что он ездит к своей маме, а то, что это похоже на поведение твоего бывшего, которое тебе доставляло боль. А он к маме просто едет и поехал, приехал, вроде бы обычная ситуация. Но он знает, что тебя это будет раздражать, он знает, что тебе от этого будет больно, и он так тебе эмоционально раскачивает. Пятую вещь, которую не стоит говорить нарциссу, это не стоит делиться своими мечтами, какими-то большими целями, потому что он постарается это торпедировать, чтобы это не отвлекало вас от него. Ну, предположим, женщина говорит, что у нее есть мечта, пока еще вот только она об этом подумывает, открыть свою небольшую студию красоты. И вот она собирается там пойти на какие-то курсы там, не знаю, там бизнеса, предположим, подумать где-нибудь, взять кредит, еще. Ну, что-то она только вот начинает думать. Вместо того, чтобы ее поддержать, он начинает обесценивающе по этому поводу отзываться, что да, сейчас на каждом углу эти студии красоты, у тебя не получится, это вообще не твое, что ты решила, что у тебя это вообще выйдет. А потом еще начинает так подсыпать такую штуку, ну вот ты будешь там постоянно проводить много времени, тебе же для начала надо будет там очень много времени проводить, и соответственно это как-то плохо повлияет на наши отношения. Ну я даже не знаю, наверное, мне может быть придется, так вроде бы в шутку, любовницу себе искать. То есть он начинает всячески давить на свою женщину, чтобы она как бы еще больше закопалась в сомнениях, в результате она откладывает эту идею, потому что ей кажется это вообще неподъемным. Она и так сомневается, потому что это вообще такое дело непростое, а он еще больше добавляет этих сомнений, еще больше добавляет ей неуверенности в том, что у нее получится. Вообще, если вы общаетесь с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, всегда нужно понимать, зачем вы общаетесь с таким человеком, в рамках каких отношений, то есть какого этого смысла. Бывает, что необходимо с такими людьми общаться, если мы этих людей не выбираем. Скажем, сотрудники на работе, там, может, начальник, родственники, есть родственники, которых мы не выбираем, очень многие. Если это ваш партнер, которого мы вроде бы как вот выбираем же человека, с которым мы выстраиваем отношения, но вы вначале не рассмотрели, а потом уже как бы у вас связывает общий быт, там дети, еще чего-то, есть какая-то инерция, то тоже тебе с человеком с этим вроде бы как необходимо общаться. В таком случае вот, нужно как-то понимать, что я общаюсь сейчас с человеком, у которого есть вот эти вот любые черты личности, которые приводят к тому, что отношения обретают такой разрушительный характер, и нужно как-то позаботиться о своей безопасности. Если вам самостоятельно сложно в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также поделитесь своим опытом, если вы когда-то находились в отношениях с нарциссом. Как вы считаете, о чем с такими людьми лучше не говорить, не откровенничать? А если вы когда-то пооткровенничали и потом пожалели, то какие это были темы? То есть какие темы по вашему опыту являются такими, знаете, опасными? Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Также, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.